Российские самолеты врываются в воздушное пространство НАТО. Хельсинки обвиняют Москву в нарушении правил и готовят ответ. Что известно о переброске российских войск к границам Финляндии? Боевые действия между силами Москвы и Североатлантического альянса. Германия вновь заявляет о войне с силами России в начале 30-х годов. Сразу два похожих заявления из Европы в один день. Что происходит? Зеленский призвал США и ЕС нанести удар по России, а Медведев обратился к Макрону и Стармеру с требованием. Чего конкретно хотят стороны и почему ведут тайные переговоры и хранят тайну от прессы? Россия стягивает войска, на Западе обсуждают вторжение в Харьков и Сумы. Что говорят? Узбекистан открывает границы для россиян, а Россия ставит цифровой барьер для иностранцев. Как меняются правила пересечения границ и кто по кому собирается больно ударить? Казахстан отказывается от алкоголя. Как жители сотен сел поддерживают сухой закон? Как изменилась жизнь? Расскажем. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Опасное обострение над Финляндией. Хельсинки подозревают Россию в нарушении воздушного пространства страны. По данным Минобороны Финляндии, 2 российских военных самолета ворвались в финское небо в районе Порво. В столице Финляндии заявляют, что не намерены закрывать глаза на это событие, которое считают серьезным. Пограничная служба уже взялась за расследование инцидента. К тому же уверяют, что это уже второе подобное нарушение за год. В феврале российский самолет также проник в воздушное пространство Финляндии, тогда в районе Финского залива. Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению территориальной целостности, и расследование уже начато. Накануне, напомню, по заявлениям Варшавы, российский Су-24 устроил рискованные маневры над Балтийским морем. Польские ВВС поднимали свои F-16 по тревоге и перехватывали самолет, действуя по приказу командования НАТО. В Альянсе считают такие действия намеренной демонстрацией силы. В России эти инциденты не комментировали, впрочем, как и не реагировали на другие заявления, которые также прозвучали в Финляндии. Финский генерал Сами Нурми считает, что Россия способна быстро восстановить свои силы после войны в Украине и перебросить войска к границам НАТО, чтобы проверить Североатлантический альянс на прочность. По словам Нурми, передислокация войск к границам Финляндии – вопрос нескольких лет. Однако инфраструктура под это уже готовится. Россия не теряет ни минуты. Обострение между РФ и НАТО по-прежнему, по прогнозам западных разведок, может произойти через 3-5 лет. Когда в какой-то момент война в Украине закончится, Россия перебросит войска к финской границе, потому что оттуда многие подразделения были отправлены на украинский фронт. Для этого должна быть готова и соответствующая инфраструктура. Это логично и соответствует нашим оценкам. Речь не идет о масштабном строительстве. Друзья, верите ли вы лично в такие прогнозы? Отмечу, что буквально за последние сутки в странах НАТО вышло как минимум 2 заявления о возможной войне РФ с Альянсом. Второе принадлежит немецкому министру обороны Борису Писториусу, который говорит в том числе и о необходимости увеличить численность армии Германии. Вот какой прогноз дал он. Давайте послушаем. Только за счет роста военной службы и реактивации резерва мы планируем получить 200 тысяч. Мы учитываем угрозу и временной горизонт конца 2020-х, начала 2030-х годов. По мнению военных экспертов, именно тогда Россия может быть способна атаковать территорию НАТО. Это не значит, что она это сделает, но к тому времени казармы, инструкторы и оснащение должны быть готовы. Друзья, вновь спрошу, что думаете о такой подготовке? Готовитесь ли вы к возможной войне в 2030 году, которая, судя по данным разведок, будет иметь уже совсем другой масштаб? Напишите свои ответы в комментариях. Россия готовится передать Украине секретный документ – проект меморандума о мирном урегулировании войны. Это произойдет в ближайшие дни, но без лишних глаз. О том, что документ на финальной стадии разработки, заявил зампред Совета Федерации РФ Косачев. Что Путин предлагает Зеленскому и на каких условиях будут прекращены боевые действия, российский политик не уточнил. Косачев намекает, что детали будут скрыты. РФ и Украина продолжат тайные переговоры без лишних публикаций в прессе. Напомню, что и Украина готовит подобный документ, который в свою очередь отправится в Москву. Работа над этим меморандумом ведется, во-первых. Да, она в завершающей стадии.
Во-вторых, я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня, но с моей точки зрения вряд ли они будут на этом этапе становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях. Также в рамках последних стамбульских договоренностей Украина и Россия продолжают обмен пленными. Точка сборки граница с Белоруссией. Второй день прошел по формуле 307/307. Стороны вновь опубликовали кадры того, как военные возвращаются домой. Киев вернул представителей ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. У мамы телефон отключен. Завтра, наверное, скорее всего. Либо сегодня на вечер. Хорошо, сейчас я наберу маму. Ага. Слышно, нет? Андрюха? Да. Вот мы на Украине. Давай, В Украине уточняют, что некоторые из военных находились в плену больше 3 лет. В Россию уже также вернулись 307 военных. Минобороны РФ также публикует кадры возвращения с Блиц-интервью. Последний и завершающий этап обмена 1000 на 1000 пройдет уже сегодня, 25 мая. Радости вообще. Всем спасибо, вообще огромное спасибо. Все предоставили, абсолютно. Медицину, и одежду, покушать, и поговорили с каждым. Сейчас пока Беларусь обменяли, летим в Москву. Ну, наверное, это один из самых лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию, что позаботились. Большой обмен, очень хорошо. То есть, много людей попадут домой к своим родным, к своим близким. Я не знаю, просто эмоции у меня, может, на лице не видно их, но в душе, в сердце у меня очень радостные эмоции. Трамп тем временем едва не сорвал масштабный обмен между Россией и Украиной. Американский президент и здесь решил заявить о себе. Издание «Политика» пишет, что республиканец преждевременно объявил об обмене, нарушив секретность операции. В пятницу утром, за несколько часов до начала первого этапа обмена, он опубликовал в своей соцсети True Social сообщение. Цитирую его слова. «Только что завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он скоро вступит в силу. Поздравляю обе стороны с этим соглашением. Это может привести к чему-то большому». Конец цитаты. Хотя на тот момент обмен пленными еще не начался, и стороны сохраняли полную секретность, чтобы обеспечить безопасность всех участников операции по обмену. Почему же Трамп сыграл на опережение? Вот что пишет на этот счет «Политика». Трамп хотел первым сообщить об этом, сказал украинский чиновник в интервью «Политику» на условиях анонимности. К счастью, поспешная публикация Трампа не повлияла на ход событий, добавил он. Но мы обычно не сообщаем о ходе обменов, потому что с россиянами никогда не знаешь, как все пойдет. Наши ребята были слишком близко к врагу. Несмотря на успешный обмен пленными, Россия и Украина не пришли к общему знаменателю по прекращению огня. После массированной и длительной атаки по российским регионам Москва, как я уже ранее рассказывал, ответила массированным обстрелом Украины. В Киеве заявляют, что обстрел с пятницы на субботу был одним из самых масштабных с начала войны. 14 баллистических ракет и 250 дронов «Камикадзе». Вот что об обстреле говорили жители Киева. Пусть бы шли на перемирие. Что же это? Бомбить вот так людей. Бедные дети. У меня вот внучка, 3 годика. Она бедная, со страху кричала. Конечно, я бы хотел, чтобы они приняли прекращение огня. Конечно, пускай идут на перемирие. Но толку, если он не хочет? Путин этот, чтоб он уже сдох. Дети мне позвонили в 3 часа с криком: «Мама, к нам попала!» Вот. Горит балкон. Я сказала: «Возьмите документы». Наши 2 кота в квартире были. Они пытались их словить, но не получилось. Слава богу, люди нам помогли. Мы нашли котов, которые повыскакивали. После удара по Киеву в Кремле заявили, что Европа недостаточно реагировала на то, как ВСУ запускали дроны на Москву. При этом будет активно обсуждать Россию за удары по Украине. Медведев в присущей ему манере обратился к Макрону, Стармеру и другим лидерам ЕС. Теперь эти жалкие ублюдки, прячущие салфетки с наркотой в поездах, снова будут визжать о непропорциональных ударах России по военным целям в Киеве, требовать 30-дневного перемирия и санкций. Сначала уничтожьте мерзких кровососущих гнид на своем вонючем теле.
С бурной реакцией мира об ударах России Медведев погорячился. Трамп, например, на момент записи выпуска и слова не обронил. ЕС не заявлял об обеспокоенности. В то же время Зеленский призвал нанести удар по России. Он уверен, что этот удар должен быть экономическим и коллективным при участии США и Европы. При этом вновь повторил, что готов к переговорам с Путиным. На все это нужна реакция. Жесткая реакция Соединенных Штатов Америки. Реакция Европы. Реакция всех в мире, кто хочет окончания войны. Путин отказался от прекращения огня уже неоднократно. Это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизнь. Каждый день дает поводы для новых санкций против России. Каждый день доказывает, что без давления на Россию война будет продолжаться. Путин не отказался от своей главной цели добиться победы в войне против Украины, несмотря на потери и затяжной характер войны. Об этом говорится в ежегодном отчете «Оценка глобальных угроз-2025», подготовленном Управлением военной разведки Соединенных Штатов для Конгресса США. В документе отмечено, цитирую, «Путин почти наверняка настроен на победу в Украине. Его цели остаются в основном неизменными с начала войны. Нейтральный статус Украины и дальнейшее разделение украинского государства при отсутствии переговорного урегулирования или значительной западной помощи боевые действия, скорее всего, будут медленно развиваться в пользу России до 2025 года, несмотря на замедление темпов наступления и высокие потери в живой силе и технике». Конец цитаты. А живая сила и техника России все ближе к границам Харьковской и Сумской областей Украины, где по задуму Москвы должна пройти буферная зона. О стягивании войск пишет Sky News со ссылкой на военного аналитика Майкла Кларка. Численность российских сил вдоль этих границ составляет от 60 до 70 тысяч человек. Та самая буферная зона может быть глубиной до 20 километров, уточняет Sky News. Цель – предотвращение украинских атак на российскую территорию. Кларк считает, что Россия, вероятно, стремится зафиксировать украинские силы на месте, отвлекая их внимание от других направлений фронта. Однако маловероятно, что российские войска смогут зайти в Харьков или Сумы. С другой стороны, говорит военный эксперт, россияне могут попытаться взять под контроль прилегающие территории, особенно в течение ближайших 4 месяцев до осенней непогоды. Но эта линия фронта, которая медленно продвигается вперед в пользу России, очень-очень медленно. И я хотел бы отметить, что россиянам так и не удалось добиться стратегического прорыва. Они захватывают территорию, берут некоторые крупные города, такие как Авдеевка, до этого Бахмут, до этого, помните, Дебальцево и до этого Мариуполь. Но затем они далеко не продвигаются. И вот подумайте, они взяли Авдеевку, последний действительно крупный стратегический город, в феврале прошлого года, да? Сейчас они продвигаются к Покровску, но пока его не захватили. Я проверял расстояние пару недель назад, это около 30 миль. То есть за 15 месяцев они с боями прошли всего 30 миль на запад от Авдеевки. И Покровск мог бы стать призом, стратегическим призом, если они его возьмут. Где же пройдет линия фронта и линия заморозки, если все-таки Москва и Киев достигнут какого-то результата в переговорах? О переговорах вновь говорит Турция. Анкара не отказалась от роли посредника. 26 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправится в Россию, чтобы там обсудить со своим коллегой Лавровым ситуацию в Украине, сообщает Bloomberg. Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен подчеркнуть в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым стремление турков к достижению справедливого и прочного мира в российско-украинской войне. Также запланированы встречи Фидана с другими высокопоставленными российскими чиновниками, включая заместителя председателя Владимира Мединского. За день до этих переговоров Россия вновь ударила по Украине. Началось все с запуска дронов, а уже ближе к полуночи 24 мая ВС РФ вывели 5 ракетоносителей в акваторию Черного моря с общим залпом более 30 калибров. Кроме того, мониторинговые каналы уже за полночь начали фиксировать российскую авиацию в небе. Как минимум 7 бортов Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома Оленья, и еще несколько самолетов Ту-160 с Энгельса. Под ударом оказались Харьков, Николаев, Одесса, вновь Киев и другие города страны. Это уже вторая массированная атака за последние 2 дня. Напомню, что вечером 23 мая МИД РФ официально заявил, что Москва нанесет удар по целям в Украине в ответ на атаки украинскими беспилотниками по России.
Новый цифровой барьер. С 30 июня Россия вводит QR-пропуск для иностранцев. Нововведения коснутся в том числе и узбекистанцев, которые направляются в Россию на заработки. Итак, въезд в Россию по безвизовому режиму изменится радикально. Теперь всем иностранцам понадобится предварительная цифровая регистрация через приложение госуслуги RUID. Новый порядок превращает границу в цифровой фильтр. Подать заявление нужно не позднее, чем за 72 часа до въезда. Код предъявляется прямо на границе. Москва будет знать все о каждом, кто едет в страну. Необходимо зарегистрироваться в приложении, загрузить фото и данные, указать даты въезда и пребывания. Есть исключения, но их немного. От регистрации освобождены только граждане Беларуси, дети до 6 лет и те, кто въезжает по визе, по разрешению на временное проживание или же имеющие ВНЖ. Для детей от 6 до 18 лет заявление подают родители, но только если у самих уже есть разрешение на въезд. В экстренных случаях болезни, смерть близкого заявку можно подать минимум за 4 часа до пересечения границы. В то же время сам Узбекистан открывает границы. Гражданам РФ, Казахстана и Азербайджана могут разрешить въезд в республику лишь по внутреннему документу или ID-карте. Сейчас такой порядок действует только для Кыргызстана, уточняет издание Daily Uz. Такое поручение содержится в указе президента Шавката Мирзиёева о кардинальном увеличении потока туристов в страну с 15 мая. Министерство внутренних дел должно начать переговоры с 3 странами в 3-месячный срок. Трезвость. Новый тренд в Казахстане. В республике, где качество праздника, как и во многих странах, измерялся градусами, наблюдается неожиданный поворот. Все больше сел добровольно отказываются от спиртных напитков. Среди недавно присоединившихся к сухому закону села Жамбыл и Шагырсай. В честь этого даже провели собрание местных жителей и сделали несколько снимков. Правда, людей видно только со спины. Фотографии опубликовала прокуратура Северо-Казахстанской области. По последним данным МВД, почти 300 деревень решили, что веселиться можно и без бокала. В селах, где алкоголь ушел в прошлое, царит благополучие, преступность на нуле, вечеринки проходят без разборок, утверждают правоохранители. Старожилы и предприниматели активно поддерживают инициативу. Вместо точек с алкоголем теперь открываются лавки с кумысом, айраном и даже со свежевыжатыми соками. По словам генпрокурора Казахстана, в этих селах чаще покупают полезные продукты для детей и, возможно, впервые в истории сельпо закончились запасы брокколи. Друзья, как вам такой поворот? Как много пьющих людей вокруг вас и что думаете о таком решении казахстанцев? В Тайбэе стартовала крупнейшая техвыставка Азии Computex 2025. Роботы, искусственный интеллект и ультрасовременные чипы на стендах мировых гигантов показывают, каким будет будущее технологий. Среди хитов — роботы, которые полностью понимают человека и могут предоставить ему товар, например, с определенным вкусом, распознав этот вкус по голосу человека и отыскав соответствие на упаковке. Кроме того, представлены и гуманоиды, которые уже вовсю шагают по выставке и здороваются с гостями. Computex собрал около 1400 компаний и стал первой масштабной встречей IT-мира в Азии после последних заявлений США о переносе производства. Тайвань делает ставку на свои ключевые козыри, полупроводники и инновации и показывает, что готов стать центром новой эры искусственного интеллекта. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.